Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новое видео. Сегодня, как я вам и обещала, будет небольшое обновление нашей гардеробной комнаты. Я сейчас как раз нахожусь в нашей спальне. Напротив гардеробной, вот это двери, вход в нашу гардеробную из спальни. Думаю, для новых зрителей я сейчас разверну камеру, покажу еще раз нашу спальню. У меня, кстати, ребята, есть на канале подробное видео, как мы нашу гардеробную комнату делали своими руками. Такое, как мне кажется, интересное видео, потому что это был наш первый опыт, и мы там сами придумывали, как нам лучше разместить полки, комод. В общем, с мужем там прям исхитрились. Кому интересно, посмотрите это видео, оставлю на него ссылочку. Давайте долго не буду затягивать вступление, разверну камеру и уже вам подробно все покажу, расскажу и накидаю вообще фронт работ, что я хочу сегодня успеть сделать, успеть там изменить. Площадь гардеробной у нас 3,5 квадратных метра. Изначально это была комната такой неправильной формы, вот там было углубление, перегородки не было. И мы, когда делали капитальный ремонт, закрыли это помещение перегородкой и установили двери. Некоторые зрители пишут мне, что наши двери абсолютно не подходят к нашей спальне, потому что у нас здесь кровать серая, комод вот такой под цвет дерева. Но, кстати, у нас здесь есть еще один стеллаж для книг, который как будто бы перекликается с этим комодом. Кстати, я видела в Leroy Merlin, можно самостоятельно купить такие двери, и они там как раз не крашеные, вот прям точь-в-точь вот такого цвета. Но мы двери устанавливали не сами, мы делали это на заказ, причем, знаете, так недешево вышло, там, наверное, 150 тысяч, а то и больше. Давайте сейчас пройдем в нашу гардеробную. Я ничего заранее не прибирала, хотя не скажу, что там сильный беспорядок. Стараюсь поддерживать более-менее порядок по возможности. Вот так вот выглядит гардеробная. Нужно какие-то вещи развесить, разложить. Вот здесь вот тоже на полке нужно прибраться. Здесь в одном контейнере находятся детские рисунки, поделки. Тоже, видите, контейнер не выдерживает. Хочу освободить один и рассортировать рисунки. Также нужно сделать небольшое расхламление. Хочу перебрать свою косметику. Вот здесь косметички в верхнем ящике комода. А вот эти коробки тоже нужно перебрать. Давайте, наверное, не буду уже долго болтать, а сейчас начну вместе с вами все делать. В одном из видео про организацию пространства я вам уже рассказывала, что хочу сделать нашу гардеробную комнату не только удобной, функциональной, чтобы здесь легко было находить нужную вещь, но и уютной, красивой, чтобы здесь были красивые органайзеры, коробки. Может быть, кому-то это покажется смешным, но я люблю каждую комнату в нашей квартире, даже не могу выделить, что я какую-то комнату в нашей квартире люблю больше, чем другую, и в том числе обожаю нашу гардеробную, и поэтому, как мне кажется, делаю ее все лучше и лучше. Поэтому сегодня тоже, можно сказать, внесу такой маленький вклад в ее усовершенствование. Я тот человек, который делает все постепенно. Вы, наверное, уже заметили по моим видео. У меня редко бывает такое, что я снимаю видео и прям кардинальным образом что-то преображаю. У меня, как правило, все маленькими шагами. И сейчас я освобождаю один из пластиковых контейнеров со стороны мужа. Как вы уже поняли, справа вещи мужа, слева мои вещи. И раньше с левой стороны внизу, где вот моя часть, находились тоже такие же пластиковые контейнеры, но потом я их заменила на текстильные коробки. И мне этот вариант очень нравится. Я уже даже, знаете, подумываю, что, может быть, и со стороны мужа тоже заменить на какие-то такие коробки. Ну, не знаю, нужно с ним это обсудить. И вот эти контейнеры тоже они очень удобные. Сейчас я один контейнер освобождаю, он там полупустой был, для того, чтобы разобрать общий контейнер с рисунками младших детей, среднего и младшего сына. И в одном контейнере будут храниться только поделки и рисунки среднего сына, а в другом младшего. Я думаю, что так будет удобно. Еще, как вы, наверное, заметили, с моей стороны в самом нижнем ряду не доставала одной большой коробки. Наконец-то я ее докупила. Эти коробки очень вместительные. У них размер 45 на 35 на 28 сантиметров. В них очень много вещей помещается. Вообще классные коробки, и цветом они понравились, и то, что они такие каркасные, достаточно жесткие. Единственный у них минус — это их стоимость. Вот предыдущие две коробки я покупала в районе 900 рублей, сейчас цена повысилась вообще в районе 1100 рублей. Для меня это прям очень дорого, не знаю даже, стоят они того, но лучшего варианта я не нашла. Плюс еще я искала
чтобы они подходили мне по размеру, потому что у нас нестандартная высота между полками. Мы с мужем тут сами думали, все подбирали, когда создавали, так сказать, нашу гардеробную комнату, поэтому искала конкретно по нужным мне размерам и вот нашла только такой вариант. На том месте, где будет стоять новая коробка, у меня лежала большая коробка с моими зимними ботфортами, сапогами, но они у меня просто сейчас сносятся, поэтому стоят в прихожей. Так что пока в коробку я переложила только мешочки от них, но когда зимний сезон закончится, то сложу туда вот большие мои сапоги. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Сейчас наведу порядок на полке мужа, протру все. Очень быстро здесь собирается пыль. Хорошо, что у нас полки белого цвета, не так сильно пыль видно. Вы знаете, когда мы проектировали нашу гардеробную, мы узнавали там на заказ, могут ли нам сделать. И были такие предложения сделать сетчатые полки, там выдвижные такие сетчатые полочки. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, если у кого-то есть такие сетчатые полки, насколько они вообще удобны, функциональны. У нас, получается, сейчас гардеробная как бы в дереве, да, потому что здесь, это, наверное, МДФ, мы покупали на распил по нашим размерам в Леруа Мерлен эти полки, покупали сами с мужем металлические уголки, и уже муж сам к стене эти полки прикручивал. Вот. Ну, а если были бы такие сетчатые металлические полки, то, наверное, это был бы совершенно другой формат гардеробной. Ну, не знаю, может быть, когда-то и поменяем, но, в принципе, сейчас расположение полок нам очень нравится. И, ребята, я очень давно хотела в нашу гардеробную комнату постелить небольшой ковер. Наконец-то я его заказала. И прежде чем постелить, тщательно сейчас вымою здесь полы с хлорочкой, как я люблю. Вы знаете, я вам уже рассказывала, что не очень люблю ковры в квартире, потому что считаю их пылесборниками, особенно если в доме есть животные, маленькие дети, они очень быстро накапливают мусор, пыль, но, конечно, с ковром любое помещение становится уютнее. Я подумала, что в спальне ковра у нас нет, ну пусть будет хотя бы в гардеробной. Кстати, я очень часто озвучиваю видео именно в гардеробной комнате, поскольку эта комната небольшая и она такая закрытая, замкнутая со всех сторон. Здесь много вещей, которые впитывают звук, если можно так сказать. Короче, здесь очень хорошая шумоизоляция, и звук получается очень такой чистый, если сравнивать с другими помещениями, без каких-то посторонних звуков. Поэтому часто такое бывает, что я сюда прихожу на часочек, чтобы озвучить видео, беру с собой водичку, сижу. Это я к чему говорю, что хочется, чтобы эта комната была не просто складом вещей, а вот такой уютной комнаткой. Ковер я постелила, но мне нужно было немного подоткнуть его под комод, чтобы он не ерзал туда-сюда. Чтобы поднять комод, мне пришлось вытащить все ящики с левой стороны, потому что он был очень тяжелый, неприподъемный. Я, мне кажется, опять спину себе надорвала. Потом вытащила ящики, обнаружила, что очень много пыли под комодом, достала свой мощный пылесос, стала все пылесосить. Ну, в общем, как это часто бывает, одно дело тянет за собой другое. Ну что, ребята, я постелила ковер, и мне очень нравится, как смотрится. Я, честно, даже не ожидала, что он так отлично впишется и по размеру, и по цвету. Я, честно говоря, переживала, думала, что так вот заказала его и, скорее всего, верну обратно, что он не подойдет. И сегодня последний день, когда его можно вернуть. То есть он у меня 2 недели стоял запакованный. И я думаю, все, поскольку сегодня последний день, надо уже примериться, посмотреть, как он подходит или нет. И у меня такое часто, кстати, бывает. Я когда думаю, что так возьму, просто присмотреться, скорее всего, не подойдет. И в итоге вещь отлично подходит. А когда я что-то жду с нетерпением, то, как правило, вещь своих ожиданий не оправдывает. Я, честно говоря, немножко подустала уже. Скорее всего, это из-за того, что я когда начала мыть полы в гардеробной комнате, то со мной случился приступ Золушки. И я пошла и перемыла полы практически во всей квартире. Ну, практически я там в детской комнате кое-где по углам не помыла. А так, в принципе, я кухню, коридор, у Льва комнату, на лоджии все помыла, причем вручную, тщательно. Я, так знаете, периодически то швабры мою, но в последнее время чаще вручную, потому что, мне кажется, так более тщательно.
Вот, и немного подустала. Сейчас уже Родион должен со школы вернуться, но все равно я сейчас продолжу. Мне нужно еще навести порядок на полках. Сказала вам уже про две этих коробки. Так, сейчас переверну камеру. Смотрите, ребят, у меня на этой полке есть вот такие коробки некрасивые из-под конфет. Представляете, эти коробки еще из моего детства. Мне родители привезли их там, когда они переезжали из нашей квартиры прежней. И в этих коробках хранятся письма из моего детства. Представляете, вот такой бережливый человек у меня. Все друзья мои уже давным-давно все повыкидывали, а я до сих пор храню. Там в первую очередь письма от моих друзей, одноклассников. Я когда из одного города в другой переехала, очень много мы переписывались. Это было в конце 90-х годов, в начале нулевых. И я хочу эти письма достать, вот эти коробки некрасивые, разноцветные, сдать в макулатуру, а эти письма переложить в одну из вот этих коробок, потому что там нужно перебрать, и я думаю, будет от чего избавиться, так что сейчас этим займусь. И еще пока тут наводила порядок, уже кое-что просмотрела, смотрите, нашла вот такую кольцевую лампу. Я ее приобретала несколько лет назад и несколько раз снимала с ней какие-то разговорные видео. У нее 3 режима съемки, то есть такой теплый свет, холодный и нейтральный. У нее еще есть настольный именно штатив, то есть она не высокая, а именно ставить ее куда-то на стол. И вот, знаете, последнее время как-то ей не пользуюсь. Видимо, мало снимаю разговорных видео. Скорее всего, выложу ее на продажу. Как вы уже поняли, я перешла к разбору тех самых коробок из-под конфет. И, честно говоря, на этом этапе у меня вся работа встала. Я поняла, что это расхламление у меня затянется не на один день, потому что у меня в этих коробках оказались не только письма, но и много других вещей из детства, еще со школы. И когда я стала все это перебирать, я еще раз убедилась, насколько я бережливая, насколько я сентиментальная. И знаете, ребят, я даже сохраняла всякие записочки от своих друзей, от своих одноклассников. Какие-то у нас там диалоги, переписки велись. И вот я все это хранила. Я просто офигела, извините за мой французский, для чего я все это храню. Тут уже Родион вернулся со школы, он чуть позже тоже мне помог с расхламлением, покажу вам. И, в общем, засела я все это перебирать, сортировать. Очень много здесь было открыток. Я, кстати, письма просто переложила, аккуратно сложила в файл, какие-то открытки такие самые дорогие тоже сложила, и я поняла, что не буду сейчас подробно во всем этом копаться, потому что начала что-то читать, все это очень такое памятное, нужно на это время все это осмыслить. Рыжий, кстати, очень любит уборку в гардеробной комнате, как вы уже поняли, всегда приходит, и вот я как только начала на кровати все перебирать, он уютно устроился в крышке от коробки, прямо она по нему пришлась, вот почему кошки любят всякие коробочки. Так вот, ребят, представляете, целая коробка из-под конфет у меня оказалась с газетными вырезками. Там даты примерно 99-2002 год. Это время, когда я училась с 9 по 11 класс. И там в основном вырезки с разными знаменитостями. В основном там знаменитости из бразильских сериалов, которые мы в то время очень много смотрели. Также с Натальей Орейро, конечно же, да, нашим любимым диким ангелом. Со Spice Girls, с Backstreet Boys, NSYNC. В общем, все вот эти любимые подростковые группы, и все это я аккуратно вырезала, причем, знаете, я вырезала прям вот по линеечке. У меня с детства любовь к вырезанию, конструированию из бумаги, все это мне очень нравилось. Я вот так вот все очень бережно, аккуратно вырезала, все эти вырезки складывала, хранила. И вот сейчас я думаю, для чего? Но тогда, конечно, мне все это очень нравилось. И знаете, пока я все это разбирала, меня еще посетила такая мысль, не дай бог, все это придется разбирать моим детям.
им это вообще не надо. Кроме того, там встречались записки с какими-то моими детскими мыслями. В общем, я думаю, там надо еще посидеть, покопаться и больше половины просто взять и сжечь. Представляете, я даже сохранила некоторые билеты из театра, из кинотеатра, какие-то рекламки из кинотеатра. Вот здесь, вот, кстати, по этим рекламкам можно понять, сколько им лет, потому что тут еще Брюс Уиллис молодой, или Боб Торнтон, как раз вот эти фильмы крутили в кинотеатрах. То есть это, наверное, лет 25 назад все это было. Какие-то у меня билеты из театра даже с автографами есть, но все равно я все это отправила в макулатуру. Короче, много я чего в этот день перебрала, много чего расхламила, отложила для того, чтобы отвезти в макулатуру. Даже знаете, как было в первый день, я просто отложила себе на тумбочку то, что нужно перебрать. На следующее утро я еще сидела, все это перебирала. И на третий день я только отвезла это в экосборку, в экоцентр на переработку. Но это еще раз к тому, что расхламление квартиры — это не за один день. Друзья, ну что, перебрала я коробки. Вот столько у меня всего отправится на расхламление. Отвезу в макулатуру. Тут вот посмотрите, коробочку нашел себе пассажир. И все у меня вместилось вот в эту коробку. Одну коробочку я не стала открывать, потому что она заклеена, и я чувствую, она прям полная. Здесь так компактно все уложено. Не хочу сейчас тратить время, перебирать все, потому что я погружаюсь в эти мысли. Так что все переложила. Сейчас закрою ее. Я, честно говоря, думала, что коробка будет битком, а у меня еще на расхламление отправился вот такой вот пустой чехол из-под очков. Я сначала подумала, может, оставить для солнечных очков, а потом вспомнила, что у меня таких футляров очень много, и он такой, знаете, не самый маленький, потому что у меня вот есть такие более компактные для сумки. Я не люблю большие сумки, поэтому от этого чехла, ну, во второе дыхание его отнесу. Так, и сейчас вот там вот на полочке все протру и красиво поставлю. Тут я еще продолжаю наводить порядок на поверхностях, хотя уже к вечеру я подустала. И знаете, у меня постоянно на комодах очень много вещей, прям притягивают они к себе вещи. Тут, кстати, на комоде тут лежит такая коробочка, это средство от выпадения волос. Снова я себе заказала, не буду специально говорить вам название, чтобы не делать рекламу. Если что, можете сами в интернете поискать. Вообще, это единственное средство, которое лично мне помогает от выпадения волос. Хорошо работает это средство, но у него достаточно высокая стоимость. Вот эту коробочку я заказала почти за 4000, там, по-моему, в районе 3800 она мне вышла. Единственное, я каждую ампулу делю на 2 раза на 2 дня и втираю в корни волос. Смотри, вот это вот мое любимое. Это я в воскресной школе делал. Вот, подснежник. Да, красиво. Кто так придумал? Это у нас учитель по... учитель, который у нас ведет как бы занятие. Творчество. Да. Вот я ежик делаю. Мелочек несет.
По-моему, не помню. Это, по-моему, тоже я делала. Ну, тут я Родиончика попросила разобрать рисунки в 2 контейнера, где его, где Ромы рисунки, и вот он мне очень помог, прям огромное ему спасибо. И знаете, ребят, я заметила, главное любое дело начинать с ребенком. Вот я вместе с ним начала разбирать эти рисунки, еще попросила его рисунки подписывать, но сначала сама подписывала, потом его попросила, и потом говорю, ладно, я убегаю в сад, потому что за Ромой пошла забирать его из садика, и он уже продолжил все это сам. Это я к чему говорю, что когда ребенок начинает какое-то дело с родителем, он втягивается, он заинтересовывается, а потом уже там можно пойти какими-то своими более важными делами заниматься, а ребенок продолжит это делать, но, по крайней мере, у нас это так работает. Родион, видимо, в меня пошел, он любит доводить всегда дело до конца, потому что вот Лев старший, он может бросить на полпути, ему там неважно, закончено дело, не закончено, а Родион, он все-таки такой более усидчивый, вот, поэтому он мне очень помог. Ну и здесь я вам показываю уже другой день. Наконец-то у меня руки дошли до того, чтобы протереть вот эти наши жалюзийные двери. Они достаточно сильно накапливают пыль, потому что там вот такие речки под наклоном. Я все тщательно протерла. Это утром другого дня было. Еще, ребят, хотела вам сказать, что традиционное мое видео по расхламлению одежды, расхламлению гардероба обязательно у меня будет, но немножечко попозже. Я планирую в конце зимнего сезона, когда мы будем менять зимние вещи уже на весенние, на летние, потому что, мне кажется, это отличное время для расхламления. Что-то уже нам надоедает, да, от чего-то хочется избавиться, что-то выходит из строя, поэтому такое видео, конечно же, обязательно выйдет. На этом я буду заканчивать свое видео. Вот такой у меня получился результат. Мне кажется, что в гардеробной стало поуютнее. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Как обычно, я буду очень рада пообщаться с вами в комментариях, в своем телеграм-канале, я всегда там на связи. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока.